Здравствуйте! Хочу вам показать, как шить сумку шопер. Сумка это для покупок. Сумка шопер или таут стильно, модно, практично. Шопер это бесформенный мешок. Она мягкая, прямоугольная или трапециевидной формы. Шьется абсолютно из любой ткани или из кожи. Ее делают с одной ручкой или с двумя. Они не имеют застежек, молний. Тут сумка отличается от шопера. У ней просто жесткая форма, а также она шьется, как и шопер. Это у меня красивая мебельная ткань, она прочная. И вот из этих остатков буду шить. Отмерила расстояние у меня здесь 57 сантиметров. Из расчета, что сантиметры уйдут на шов, 55 у меня будет. 60, конечно, будет очень многовато. Вы должны определиться по высоте. Так как у меня это остатки ткани, верх я еще буду надшивать. Отрезала я деталь, что я буду надшивать. И у меня получается 37 сантиметров и плюс 20 сантиметров. Опять же, я отрезала. Если вам видно, здесь разные оттенки. Я должна была ткань расположить вот так в ширину. Но неимением расположила поперек. Мы должны с вами определиться с ручками. Почему сейчас? Так как я буду надшивать, чтобы я могла ручки убрать вот в этот шов. Ручки выкроила не длинные, 90 сантиметров, 10 сантиметров у меня высота. И теперь мы можем с изнанки сделать строчку, разгладить в разные стороны, можно не разглаживать и потом вывернуть. Можно соединить вот эти вот края, вот так подогнуть и соединяем их вместе. И прошиваем. Если у вас легкая ткань, то ручки мы всегда проклеиваем флизелином или дублерином. Прошила ручки, но я их обметала. Так как эта ткань, она немножко лезет, пусть будет надежнее. Теперь, смотрите, я возьму, проглажу утюгом, чтобы у нас был ровный шов. Но вы этот шов можете разместить также посередине, можете на боку. Когда прошили, прогладили, выворачиваем на лицо. Ну, выворачиваем у всех свои приспособления, я, как все, булавочкой. Прошив ручки, шов посередине, и я ее спрятала, сделала это поверх и спрятала за тесьму. Обратная сторона у меня будет чистая. Есть вот такие у меня как бы кружевая тесьма. Я решила сделать светлой. Это будет отделка. И когда вы прошили ручки, смотрите, так как я сделаю эту стыковку, у меня нет целиковое полотно, обметала края, чтобы мне было проще, потому что закреплять ручку буду и по большой детали. Вставлю вовнутрь и буду, прошивая, заходить наверх. Ручки я распределила 15, 15, 15. Почему я сверху, не сверху, а немножко вниз углубила? Если я просто вот так в шов вошью, но здесь сделаю закрепку, так как у меня эти детали соединяются, со временем эта нитка у меня лопнет. И поэтому убираю глубже и буду прошивать. Вот ручки я переколола. Видите, вот мое лицо. Швы будут у нас на изнанке. Выпустила на 3 сантиметра. Теперь я их закрепляю и потом пришиваю вот эту деталь. Так как она обметанная, когда мы прошьем, можно дополнительно вот здесь пустить отстрочку, как я прошивала ручку. Поверху, вниз, по кругу прошивала, потом наискось, возвращаюсь по прямой, с другой стороны наискось, и здесь еще дополнительные 2 строчки. Все наши закрепки ручки я спрятала под тесьму. Ручки должны по размеру, по длине быть одинаковые. И теперь мы должны соединить эти детали. Складываем их вместе и по краю прошиваем.
прошиваем, обметываем. Если вы делаете на подкладке, то подкладку выкраиваете также, только на несколько сантиметров. Почему на несколько? У нас здесь будет вот так подворот. Вы делаете короче, но не забывайте про швы. Низ сумки. Как мы делаем низ сумки? Мы можем оставить просто квадратную. Можно соединить. Смотрите, вы берете, соединяете швы. Вот так, чтобы шовчик к шовчику. Здесь ощущается на ощупь. Вы откладываете нужные сантиметры и вот так вот закалываете и прошиваете. Углы у вас должны быть одинаковые, что с одной стороны, что с другой. Лишние мы отрезаем и также обметываем или обрабатываем косой бейкой. Еще один вариант. Не считая вот наши швы, вы откладываете нужные сантиметры. Здесь у меня 4 на 4 специально нарисовала маркером, чтобы вам было видно. Видите, здесь маркера нету. 4 на 4. Мы это вырезаем и просто вот так вот соединяем. Видите, уголок к уголочку и прошиваем. И у вас низ торца нижней части сумки получится, что здесь одинаковые. Просто разные способы. Я эту сумку буду делать с подкладкой. С подкладкой углы мы делаем также. Но когда мы выкраиваем подкладку, мы внизу оставляем отверстие, чтобы мы могли вывернуть. Когда вы вырезаете вот этот вот квадрат, от этого зависит внизу объем нашей сумки. Смотрите, эти наши швы. И мы, видите, соединяем и просто прошиваем. Вырезать квадратик можно любого размера. 3 на 3, 5 на 5, там 6 на 6. Это все зависит низ сумки. Какую ширину низа вам нужно. Если мы шьем с подкладкой, смотрите, лицо к лицу у нас внутри. Это изнанка. Соединяем вот лицо к лицу. И по изнанке прошиваем по кругу. Подкладку прошила 2 раза и обметала. Теперь мы выворачиваем. Еще, смотрите, есть вот такие подставки для горячего. Она держит форму. Если вы хотите, чтобы у вас был плотный низ, можно вырезать в размер, вот ширина и длина вашей сумки. Ну вот, допустим. Обшить тканью и за вот эти кончики пришить. Вот такие аккуратненькие у нас уголочки получились. 8 сантиметров. И что мы делаем сверху? Мы подгинаем вовнутрь. Определяемся, сколько мы будем загинать вовнутрь. Желательно прогладить. И мы отстрачиваем. Отстрачиваем или где подкладка, или наверху. Но желательно как-то это прошить. Вот и получилось. У нас вот такая вместимая, красивая сумочка. Вообще шьется она очень быстро и просто, но так как я здесь надшивала, ну, на минут 20 у меня ушло больше времени. Вот и все. С вами была Валентина Никита. Подписывайтесь, комментируйте. Если что-то понравилось, ставьте лайки. Пока-пока.